Всем привет из Ирландии. В жизни ты не стоишь, и жизнь сама по себе, да, не стоит на месте, все меняется. И вот, как говорится, все, прощаемся с нашей квартирой, в которой прожили больше 3 лет. Все уже вынесли, как говорится, помыли, что надо подкрасили, то есть все сделали для того, чтобы нам вернули депозит. Кто не в курсе, то когда ты заезжаешь, то ты платишь сразу на месяц вперед и даешь депозит. Это если что-то ты поломаешь, либо там пытаешься выехать, да, и типа не заплатив. То есть это гарантия агентства, либо лендлорда, то, что эта сумма будет как-то компенсирована. Мы заранее предупредили агентство, то есть за месяц, и получается нам депозит вернут. Мы заплатили сразу за месяц и просто предупредили, там можно за 3 недели. И теперь нам депозит должны вернуть. То есть все как было, все стоит на тех местах, на которых и стояла, когда мы заехали. Вот такая вот квартирка в центре города. Балкончик маленький. Ну, кто смотрит меня, тот видел обзор, да, этой квартиры. Конечно, ностальгия, конечно, очень много воспоминаний. Она очень уютная, очень теплая. Отличное у нее расположение. Вот здесь у нас туалет. Вот здесь у нас как бы такой, да, кладовочка. Вот там вот у нас что? Этот, как его, чердачок. Тоже туда можно было ложить различные вещи. Домофончик есть. Сейчас буду снимать ключи. Электронный счетчик, да. То есть я просто так показываю, да. Из того, что мы оставляем полочку с Икеи здесь. Она нам не нужна, просто оставляем вот этот шкаф. И я оставляю еще вот эту вот, кому видно, LED-ленту, видите вот эту, да, мигающую ленту вверху, видите, она. Я не захотел ее обдирать, потому что она бы с краской обдерлась, как бы, ну, не слишком прикольно. Еще оставляем мы вешалочку, то есть это из того, что не было, да, в комплекте, и уже мы оставляем. Вот так вот все выглядело по факту, когда мы приехали. Вот так вот, кровать, все, шкаф. Еще зеркало мы оставляем, зеркало тоже мы оставляем. Всем hello. Приехал сделать последние, как говорится, моменты, сфоткать показания счетчика, потому что когда мы заезжали, у нас было 130 с чем-то евро на счету, и мы должны оставить столько же на счету. То есть сейчас я буду снимать ключи, агентство здесь рядом, буквально 150 метров, занесу ключи, и сегодня они придут проверят, если все в порядке, то сказали, что на следующей неделе вернут депозит. Вот такие вот дела, жизнь идет своим чередом, все идет вперед. В лучшую или худшую сторону, это уже покажет время. Квартира по-настоящему, ну, чисто такая ностальгия, больше 3 лет прожили, да, столько всего здесь было, произошло, сколько всего менялось в жизни. Даже сын как вырос, там вот, когда мы приехали, да, ему было 10 лет, сейчас он будет уже 14 лет, то есть в прямом смысле он тут на глазах в этой квартире уже возмужал, да, стал тинейджером, то есть, ну не знаю, такое, знаете, вот прям вот стены эти грели по-настоящему, то есть тут было реально уютно, как дома, потому что, не знаю, как вы, пишите в комментариях, я вырос всю жизнь жил в квартире, у меня в Украине была своя квартира, она пока еще есть, понятно же, ну пока еще стоит, да, пока никто ее еще не разрушил. То есть я больше по квартирам, то есть мне нравится вот этот квартирный движ. Сейчас мы переезжаем в дом, это абсолютно непривычно, вот уже 2-й день ночуем в доме, и вообще как бы абсолютно другое, вообще все по-другому. В доме, конечно, намного больше нужно делать, суетиться, ну реально намного больше там движений нужно делать, чем в квартире. Квартира это такой, знаете, такой уголок стабильности, уголок спокойствия. Ну, реально, ты сделал раз ремонт, да, и, в принципе, там, не знаю, лет 10 можешь спать спокойно. С домом так не прокатит, с домом нужно постоянно что-то там подтекает, что-то подкрасить, что-то прибить, что-то поменять, газон, забор, то есть это много-много различных, да, работ. Пишите в комментариях, где вам лучше жить, в квартире или в доме. Понятное дело, что Ирландия это, давайте покажу, туалет. Вот такой вот туалет. Здесь мы оставляем вот такие штучки для щеток. Тоже не захотел я их снимать.
мало ли поврежу, потому что это, ну, это пластиковые панели, понимаете? Короче, такие темы. А, и вот эти две шлачки тоже оставляю. Напишите, как вы вообще относитесь, ну, что вам больше душу греет, квартиры либо дом. Я же говорю, прожил всю жизнь в квартире, и, конечно, посудомоечка, печка была, да, духовка, машинка стиральная, то есть все здесь было, видите, даже вот видите, уголок спасения был. И здесь был балкончик, у нас стоял тут стулья стояли и маленький столик. И хватало, ты мог выйти спокойно там поговорить, попить чай, либо что покрепче выпить, да. То есть, ну, вообще классная квартирка. И вид главное, понимаете, вид из окна, конечно, на парковку, гляньте, как это шикарно. То есть, ну, вот так, не могу с ней никак попрощаться, с этой квартирой, потому что реально она вот, ой. Ну, дом это что-то новое, да, у каждого будет своя там комната, размер, размах. Здесь все, конечно, маленькое, по меркам даже Ирландии, один bedroom, то есть одна спальня, это мало. Да, это мы признаем, но и вот где мы живем, еще раз покажу, видите, комплекс 30 квартир, видите, там даже трехэтажные есть. То есть это все двухэтажные, одноэтажные квартиры. То есть такой комплекс, который находится на крыше торгового центра. То есть торговый центр в городке, да. На первом этаже магазин, большой супервалу, на втором этаже различные мелкие магазинчики. И вот на крыше, на руфе, да, так называемом, находятся вот эти вот квартиры чудесные, очаровательные, классные. Но обратно же, наша квартира это исключение из правила, она теплая, потому что здесь солнечная сторона. Остальные, те квартиры, которые зажаты как сэндвич, то там плесень, там, конечно, плохо. То есть вот эта линия наша, да, самая лучшая, здесь 4 квартиры получается, вот это они самые теплые, самые ухоженные, они одноэтажные, все остальные там, конечно, варианты похуже, многие и в комментариях даже писали, которые жили в этом комплексе до этого раньше, и говорили, что плесень, запахи, ужас, то есть, ну, вот просто вот эта квартира, именно вот эти вот квартиры, они классные. Короче, ладно, буду прощаться, а то затягиваю видео. Ну что, добрый путь. Пока. Apartment number 5. На связи. Держу в курсе. А, еще забыл. Отопление здесь полностью электрическое. То есть вот такие вот радиаторы по всей, да, квартире. Они стоят. По всей квартире. Вот видите, даже в коридоре. То есть их 1, 2, вон 3, 4 вот таких больших радиатора, они накопительные. Какая их, в чем смысл? Смысл в том, что у нас есть ночной и дневной тариф, и ты включаешь на ночь, он за ночь нагревается, при этом уже греет. Потом ты утром в 7 утра отключаешь, например, вот этот автоматически отключался, остальные нужно самим отключать. Ты его отключаешь, и потом в процессе дня еще, обычно еще до 7-8 вечера еще они теплые. Ну, то есть там максимальная теплота, у них будет теплоотдача, там, например, с 7 утра еще и, не знаю, там, до 5 до 6, а уже там 7-8, это уже такой, знаете, слабенькие, такие тепленькие. То есть по факту почти сутки эта батарея греет. То есть работает, например, нагревается она там за 6-7 часов, и потом еще часов 10 почти практически отдает. То есть классная вещь, мы за свет платили, когда ну, холодно, зимой, да, то ну, до 250 это максимум было, это максимум. То есть вот такая вот квартирка, еще раз повторяю, стены нагреваются, от крыши нагревается и максимально тепло. Тепло, вот этот моментик, да, фиксируем, говорю вам, и прощаемся обратно же с этой прекрасной, очаровательной квартирки. Она останется, поверьте, в моем сердце, потому что здесь было очень много чего сделано, очень много воспоминаний, именно хороших воспоминаний, позитивных, расположения, уют, еще раз говорю, свобода передвижения, потому что Мейн-стрит, центр города, все удобно, лифтик, туда, сюда, все кафешки, все пиццерии, все магазины, все в доступности. Мы реально эти 3 года жили и кайфовали. В принципе, мы приехали сейчас, ну, максимум 250-300 метров отсюда, так что грех не жаловаться, в принципе. Теперь квадратура будет больше, расположение практически то. Короче, как-то так, пока есть фартит, да, пока есть масть.
пока да, нам пока в цвет все ложится. Надеюсь, так оно дальше и будет происходить. Теперь точно, всегда на связи, держу в курсе.